Все-таки мы не выдержали и поехали сегодня посмотреть на самый огромный в мире чайник. Сейчас пойдем поднимемся, посмотрим, как же выглядит он внутри. В 2013 году присудили 4 звезды по китайской классификации, ну и еще он получил, как архитектурное явление, вошел в книгу рекордов Гиннесса. Ну это вообще такой символ вообще Майтани, поэтому действительно очень красивое сооружение. Вот мы поднялись на вершину, это действительно такой холм посредине города. Прямо на высоте на середины местных небоскребов. Вот здесь вот открывается замечательный вид на чайник. Мы сейчас видим его в торец, то есть тут чашка, а сзади чайник. Кстати, интересно то, что когда достроили чайник, некоторые критики, они такие говорят, это чайник, чайный чайник или это чайник все-таки для алкоголя, то есть тёлху. К нам подошла девушка, работница музея, потому что сейчас это музей и чайная, и она немножко больше расскажет, может быть, я что-то даже успею перевести. 这里呢是它荣获了世界经典。О,所以一共7年做了这个。对。 7 лет строили чайник, с 99 года по 2006. 对， Вот 你 так. 看天下第一壶。 Ага, 天下第一壶, вот здесь надпись. 对。 Ага. 好，这边请。 Раньше здесь было чайные соревнования, проводились, я так понимаю, и раньше, и сейчас тоже. Ага. Здесь самые знаменитые люди Майтани. 他就是研究我们中国茶美学。 Здесь начинается экспозиция музея, и сейчас нам объясняет экскурсовод все достопримечательности. Конкретно здесь каллиграфия от известных каллиграфов, которые специально сделали дары музею. А здесь артефакт, настоящий артефакт, это найденный, причем на этом месте окаменелость чайных семян. То есть это самое древнее из найденных вообще подтверждений существования чайного дерева. То есть это, можно сказать, прародитель чайного дерева. Потом специально еще проверяли Академия в Цинуне геологическая, то, что действительно подтвердило, что это более 100 миллионов лет назад действительно существовало такое дерево, которое было прародителем современного чайного дерева. И вот эта окаменелость, она здесь в самом сердце чайника находится внизу в музее. Сейчас поднимаемся на 2-й этаж. Продолжаю экскурсию по чайнику. На 2-м этаже начинается чайная, причем это такие отдельные комнаты, каждая из комнат сделана в своем дизайне. Здесь вот мы видим 2-ю комнату, в 1-й комнате сейчас гости, поэтому туда мы не стали так забегать. Видно, как организовано пространство, очень красиво. И что мне особо понравилось, вот здесь 2-я поляна, она сделана именно на полу. Это такой модернизированный японский стиль, как раз о том, о чем я рассказывал, когда говорю, что сейчас в Китае тоже есть чайные без стульев, без столов, то есть тоже на полу заваривают чай, но сделано вот таким образом. Сондай的文人书士我们在这儿，它有一个世孙少数民族馆，然后它的装修就是根据一些少数民族来装修的，像头顶上的这些，然后它苦了之后才会发芽，然后才会有钱。这个我没听过，我知道了。像这个就是藏族的酥油茶，他们住在贵州那边？没有，他们是在那个藏，就是西藏。西藏的那个它每个吊灯都是不一样的。 На 4-й этаж поднимаемся. 这个呢就是夏天的我，这上面呢就写了我的简介。哦，就是你。这是我们第4楼大唐遗风唐朝馆，它的装修就是模仿了唐朝的泡茶所用到的器具。在唐宋以前呢，他们都是。 Ну, только что мне рассказали полностью всю церемонию танскую, как это делается во времена Тан. Вот. Не знаю, реконструкция ли это или действительно так было в древности, но я думаю, так или иначе, как минимум 90% правды в этом есть. Если посмотреть на древние свитки чаепития династии Тан, то действительно это было очень церемониально, и в основном использовали прессованный чай, потому что доставлять его надо было очень издалека, но и в то время была такая традиция как раз именно чаепития порошкового чая. И, собственно, порошковый чай хранили в такой вот чайницах, разные виды чайниц. Вот здесь вот чайница чагуань, в которой хранится прессованный чай. После этого, перед тем, как его растирать, складывали в такую вот корзину металлическую и ставили на угли, чтобы немного прогреть. И вот тут еще даже такая есть веер, да, немножко поддувать.
для того, чтобы разогреть угли. После того, как чай прогрет, его растирают. Вот, а здесь отделяют пыль. Естественно, все это не сами изделия не времен династии Тан, это реплики, да, но вот уже после этого складывали чай сюда. Вот. И отсюда чай брали специальной ложкой. Ага. Да, вот такой, вот такой ложкой и клали, собственно, в тазик, где чай заваривался. И потом другой ложкой, вот такой вот, постоянно размешивали чай и брали уже туда воду отсюда. Шуй шиджажили тема. Потом, значит, брали воду сюда и постоянно мешали чай. И добавляли туда соль. Вот, и после этого уже можно было еще... да, а вот это для того, чтобы брать соль и добавлять туда внутрь. И после активного размешивания, постоянного, не останавливаясь, уже можно было чай разливать по пиалам. Вот такое было чаепитие. Возможно, я что-то не очень верно перевел, потому что наши экскурсоводы очень торопятся, они скоро закрывают музей, поэтому так чуть-чуть все быстро делаем сегодня. А здесь вот уже 6-й этаж. Сюда его мы называем люлоу, да, это 6-й этаж чайника. И здесь все в стиле династии Цинь. Династии Цинь уже все было попроще, как вы видите, мебель попроще. Но вот примерно то же самое, то, что мы видим во многих современных чайных. 我已经知道了一点点和茶叶有关系的事情，别的我都不太了解。对。Вот здесь Луюй, главный атрибут, чайный бог уже, можно сказать, современности, автор Чадзина. Вот. Здесь он изображен так. Во времена Луюя как раз была династия Тан, и все пили туда порошковый чай. Луюй прежде всего известен тем, что написал родники, много очень путешествовал по Китаю, и это первая китайская книга о чае. Осторожно. 我们这个位置呢是茶杯的杯底，下面不是有一个杯子吗？ Это самый верх чашки, который мы видели внизу. То есть вот мы у основания носика чайника, а внизу пиала. И здесь изображена рука Будды, который держит чайник, как охраняет самый большой чайник в мире, Кансяди Иху. Когда проходишь, цветы открываются. А, это же дайдинг, да, Вау. Это уже современное изобретение, открывающиеся цветы. Невероятная красота, конечно. Да. Наш экскурсовод пошутил над собой, говорит, вот смотрите, видите, такие полные девушки на династии Тан изображены. В те времена было чем полнее, тем красивее считалось. Вот смотрите, какая я тоже, как и я. Первую китаянку вижу, которая абсолютно не переживает на тему своих форм, а даже наоборот ей гордится, потому что именно такие считались красивыми во времена династии Тан. То фермеры, которые делают чай, они собираются вместе и как вот соревнуются, кто у кого чай вкуснее, делятся опытом, пробуют чай друг друга. В общем-то, это сейчас такие соревнования проводятся в многих провинциях. Вот тут такое современное изображение. Со времен династии Тан начались вообще доуча как таковые. Изображено, как делали чхамо, то есть моча, тертый порошок чая, то есть известно сейчас в Японии как матча. Со времен династии Сун это все просто перемигрировало в Японию. Сейчас в Китае уже не распространено, в Японии законсервировалось в виде древней традиции, которая пришла изначально из Китая. Вот здесь изображены предметы, которые использовались в династии Сун для традиционного чаепития. Кстати, многие, может быть, видели эти фотографии по многим историческим книгам, китайским и японским. Вот. В принципе, не сильно отличаются от времен династии Тан, что добавили вот такую вот мельничку тоже для чая. Вот. Ну и, собственно, это вот тоже прародитель венчика современного японского для маття. Вот, ну здесь, собственно, реплики форм
форм, которые использовались при прессовке чайных блинов и кирпичей и разных других форм прессованного чая еще со времен династии Тан. То есть делали тоже тогда металлические формы и таким образом прессовали чай, размачивая его. Естественно, технология отличалась от современной прессовки, потому что не было там всяких генераторов пара мощного горячего, но так или иначе прессованный чай делали в том числе и при помощи таких вот форм. Есть фильм о Мэйтане. Ох, красота. 你看那个背景墙，有很多人，就是现在只要我们煤炭。 А здесь люди, которые сделали самый крупный вклад в развитие чайной промышленности уже в 20 веке. Владельцы заводов, технологи, просто все, кто так или иначе имел отношение к развитию Мэйтаня как чайного региона. 造型，这边请。汉朝时期的那种纹理，它也是模仿。 На 8 этаже, кстати, что еще характерно, на 8, то есть восьмерка, это же символ счастья в китайской традиции, расположена чайная комната, посвященная Тайваню. Здесь на входе карта Тайваня, несколько чайных таких вот тоже на полу. Тайваньская чайная традиция очень близка к древней китайской традиции именно заваривания чая в таком сидя на полу. И так как они были под оккупацией Японии в протяжении 50 лет, то, собственно, впитали в себя и японскую чайную культуру, и китайскую. Поэтому, собственно, вот сейчас родилось такое видение тайваньского чаепития. Надо сказать, что я, кстати, на Тайване никогда не видел таких вот стульев, это, видимо, адаптировали уже здесь. Вот, но чаще чайные, которые на Тайване, просто сидят на татами, как в Японии. Мы сейчас, кстати, уже почти приближаемся к самому верху чайника, это 8 этаж. Осталось еще 2 этажа, 9 и 10. Вот, каждый этаж, как вы видите, посвящен какой-то отдельной традиции, отдельной части истории чайной культуры. 一个、两个、 Санга. 3个，这倒着的又是一个。 Такой вот иероглиф Дао изображен на входе на 9 этаж. Вот, и здесь, кстати, 5 человек. Я сначала причем заметил троих, но на самом деле это вот 1, 2, 3, 4 и 5. Пожалуй, самое оригинальное изображение иероглифа Дао, которое я когда-либо видел. 这是第9楼，对对对告诉你那个。 Ну а здесь японская комната, 9 этаж. Традиционное японское чаепитие. Как нам только что описала девушка, нельзя говорить, нельзя отвлекаться от чайной церемонии, поэтому такой вот постарались как-то сделать что-то похожее на Японию, но все-таки получился больше похоже на Китай. Да. Но, тем не менее, вполне себе неплохое отображение китайского видения японской культуры, скажем так. А здесь корейская чайная церемония, она, правда, накрыта тряпочкой. Я думаю, потом, может, покажут нам. Ханьгода, Чхадзин. Здесь у нас корейская чайная церемония, корейская чайная посуда. Да. Ну вот, собственно, чайник с ручкой, который, в принципе, в Японии распространен, кусю. Бундалбэй похож на сибаридаси без крышки. Вот, подставочки под пиалы, чайница, чайная ложечка и медный чайник. 是茶壶的那个壶嘴，它可以出去看煤炭全景。呢，佛他很爱笑，然后他呢肚子很大，就能够看相，就那个。茶壶嘴吗？对啊，这就是茶壶的。所以说啊，这个罗汉叫笑罗汉，你要对着他笑，你才会悦，你才会发现他笑得比你还要开心。是我们的老城区，然后这边呢是新城区，你看。 А мы сейчас находимся на кончике носика чайника, вернее, вот кончик носика сейчас находится вон там. Там же милофо, коробочка для пожертвований и сам носик. Отсюда открывается вид на Мэйтань. Тут старый город, там новый город. Очень активное освещение. И с самого верха чайник, который мы сейчас тоже поднимемся, это уже будет 10 этаж, оттуда бьет лазер. Вон тот вот зеленый лазер прям по всему городу. Вот, немножко, конечно, небезопасно, это, потому что лазер достаточно мощный. Мы под него попали, когда были на горе на чайной плантации напротив города. 它这个摊开了，很漂亮的，大簇的，有粉的，有纸的，上面上不去了。太抱歉。哇，很高，也是70多米。它相当于我们煤炭最高的地方。煤炭呢，就是贵州嘛，属于高原，本来是很漂亮，但是它前段时间就把它撤掉了。全部是用灯光做出来的很多造型。我们煤炭的平均温度在14摄氏度。等一下那个小伙伴吗？你的？好。从那个亭子骑上来的。对，看到了。从那个地方上来。
请坐。啊，行。喝一点茶。好，可以，喝一下。Поставь после стати, давай чай попьем, отдохнешь. Это 是贵州的茶历史。对，它相当于贵。